Итак, дорогие друзья, вопрос звучит следующим образом. Что имеет в виду Эллен Уайт, когда пишет? И приводится цитата из книги «Великая борьба». Те, кто будут жить на земле, когда окончится посредническое служение Христа в небесном святилище, должны будут находиться в присутствии Святого Бога без заступника. Означает ли это, что перед вторым пришествием Христа народ Божий должен стать безгрешным? Вот такой вопрос. So the question is, what does the following Ellen G. White quotation mean? Those who are living upon the earth when the intercession of Christ shall cease in the sanctuary above are to stand in the sight of a holy God without a mediator. So what does it mean to live without an intercessor? Good morning. Доброе утро. This statement and similar ones have been used by some Adventists to promote the idea of sinless perfection. Это утверждение и некоторые другие утверждения Эллен Уайт используются многими адвентистами для продвижения идеи безгрешности, совершенства в безгрешности человека. Recently, I went through all the statements that Ellen G. White wrote on that topic, all of them, carefully. Я недавно просмотрел все подобные высказывания Эллен Уайт по этой теме и очень внимательно их изучил. And I'm not going to give you the paper. I'm going to summarize for you some of my findings. Я не собираюсь вам сейчас доклад здесь представлять свой, но я лишь суммирую то, что я обнаружил. Sometimes it's good to look for what she doesn't say and not only for what she says. Иногда очень важно обращать внимание на то, что Эллен Уайт не говорит, а не только на то, что она говорит. She doesn't say that we have to reach a state of sinless perfection in order to live without an intercessor. She doesn't say that. Не говорит о том, что нам нужно достичь совершенства в безгрешности, чтобы нам жить без посредника. She doesn't say that during the time when Christ is not interceding, we will stand before God by ourselves. She doesn't say that. Она не говорит о том, что в это время, когда Христос не ходатайствует, что мы там будем стоять одни перед Господом. She doesn't say that Christ will abandon his people at the end. Она не говорит о том, что Христос оставит свой народ в конце времен. Neither does she say that the robe of Christ's righteousness will be taken from us. Также она не говорит, что одежда праведности Христа у нас заберется. And she doesn't say that we're going to be left without the Spirit. И она не говорит, что мы будем оставлены без Духа. So what happens when we are without an intercessor? Итак, что же происходит, когда мы находимся без посредника, без заступника? We are still covered by the righteousness of Christ. Мы по-прежнему покрыты праведностью Христа. This is what is going to happen according to her. Вот это произойдет согласно трудам Эллен Уайт. When Christ ends his ministry of mediation, the whole world would be under the control of Satan. Когда Христос закончит свое посредническое служение, весь мир будет под контролем сатане. And the innocent people of God will go through a very difficult trial. И тогда невиновные люди Божьи, они переживут очень сложные испытания. Satan will
come to them, insinuating to their minds that they are lost. Тогда сатана на них обрушится, пытаясь в их сознании помочь им представить картину, что они безнадежно потеряны. And there is a moment of anguish. И, конечно же, будет момент отчаяния, страха. But what is it that will make it possible for God's people to survive without an intercessor? Но что же произойдет такого, что позволит народу Божьему выжить в это время без посредника, без заступника, ходатая? The gospel. Евангелие. The fact that Jesus died for them. Тот факт, что Иисус Христос умер за них. And their sins have been forgiven. И грехи их прощены. See, they will look at themselves. Они посмотрят, обратят свой взгляд на себя. And they will see that they are not worthy of salvation. И они увидят, что они сами по себе недостойны спасения. But the grace of Christ will be on the ground with them. Но благодать Христа будет вместе с ними на том месте, где они находятся. And they will remember the sacrifice of Christ, and they will hold to that by faith. И они будут помнить заступническую жертву Христа, и они ухватятся за эту жертву всей своей верой. And when Christ appears, they will shake. And they will say, who is worthy to stand before you? И когда явится Христос, они увидят Христа, они задрожат и возгласят, кто достоин находиться в твоем присутствии. And Christ will tell them, my grace is enough. И Христос тогда, обращаясь к своему народу, скажет, достаточно благодати моей. So that living without intercessor is not a problem for the people of God. Поэтому момент жизни без заступника не является проблемой для народа Божьего. It's a problem for the wicked. Это проблема для тех, кто неправедным, кто ведет неправедный образ жизни. The grace of Christ will be always with them. Благодать Божья всегда будет с праведным народом Божьим, в отличие от нечестивых. Now, the end of Christ's mediation is a very important eschatological event. На самом деле, вот это окончание заступнического служения Христа – это очень важное событие в эсхатологической перспективе нашего мира. It is a transitional event. Это переходное событие. Extremely important because at that moment, the way the Godhead related to humans changes. Очень важно, потому что в этот момент то, каким образом Бог выстраивал отношения с человеком, он полностью меняется. Christ is no longer mediating on behalf of the wicked. Христос больше не является заступником со стороны нечестивых. And the Spirit is no longer working on their hearts. И Дух Святой больше не работает над сердцами нечестивых. So the Spirit, the Father, and the Son are with God's people, sustaining them. Поэтому и Дух Святой, и Сын, и Отец находятся с Божьим народом, поддерживая в них упование и их силы. According to Ellen G. White in the book Great Controversy and Patriarchs and Prophets, she states that trusting in God is going to be the key for God's people. Согласно Великой борьбе, согласно книге «Патриархи и пророки», ключевой момент в жизни Божьего народа будет упование на Бога. And we should now develop this trusting relationship with the Lord.
И нам сегодня уже нужно развивать в себе эти доверительные отношения, отношения упования на нашего Господа. I suppose this is enough. Otherwise, I'll keep on talking. Я думаю, что этого достаточно для ответа на вопрос, иначе меня будет не остановить. Okay, thank you. Thank you, Angel.